Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Сбудется ли желание? Осуществится ли задуманное? Гадание «да», «нет». И у нас будет 3 варианта. И лучшее, я говорю всегда, враг хорошего, поэтому вы можете, конечно, загадать все 3 варианта, к примеру. Я бы даже рекомендовала поиграть немного со своей интуицией, поиграть с нашим представлением, к примеру, на 3 варианта, если вы хотите даже что-то одно, чтобы осуществилось. Каким методом? Если вот я буду действовать одним способом, вторым или каким-то другим альтернативным. Или пусть это будет связано, ну, где-то и по времени тоже, если вы ждете какой-то документ, например, или ваши какие-либо варианты. Можно, конечно, и один из 3 вариантов загадать. Тут это дело желания. И мы достанем карты. И если карты нам изначально скажут «да», значит, мы прекращаем. Однозначно «да». Это я, к слову, лучший враг хорошего. А если 50 на 50, как-то непонятно, зыбко или нет, нам ответят, ну, мы тогда узнаем. Мы же любопытны с вами, правда? Почему нет? А может быть, вот именно теперь как-то нет? Одним словом, давайте приступим. Узнаем, что же нам расскажут карты. И у нас сегодня совершенно волшебная колода ангелов-хранителей. Вот давайте будем узнавать. Вы можете загадать числа. Или я сейчас выложу карты. Какая карта на вас смотрит? Как будто говорит: «Открой меня, узнай». Или просится в руки. Может быть и так. 3 карты. Если недостаточно времени, ставьте на паузу. Выбирайте, определитесь с желанием. Вы можете, конечно, загадывать сроки, но будьте реалистами тогда. То есть все зависит от того, насколько вы влияете на решение данного конкретного вопроса. А если вы не влияете, то есть, ну, такое ведь тоже может быть. У нас есть факторы, на которые мы вообще ни разу не влияем. Наверное, поэтому мы и смотрим подобные расклады, потому что путаница какая-то. Но все равно в какие-то сроки вы ведь тоже укладываетесь, правда? Итак, я приступаю. Первая позиция, первый вариант, кто загадал, сбудется ли желание, осуществится ли намеченное. 7 мечей. Где-то это карта хитрости, обмана, иногда говорят карта воришки. Но это явно вот что вы тут загадали, вы точно не влияете на эту ситуацию. Вы тут, знаете, можете продолжать что-то делать, работать, общаться, у кого чего касается, да. Но в отношении вас непредсказуемая какая-то сила срабатывает, и просчитать у вас ее нет возможности. Иногда эта карта говорит о том, что, может быть, мы и оказались в каких-то сложных условиях, вынуждены продолжать что-либо, да. Тут ведь все зависит от того, что вы загадали, и вроде как мы хотим уйти из вот какой-то деструктивной ситуации, событий, но сказать, что мы можем именно повлиять или это осуществить в том ключе, как вы это думаете, то, скорее всего, нет. Но давайте, тем не менее, вот неожиданно, правда, давайте мы узнаем, а почему нет? Вот, да, или на данный момент нет. Тут какие-то глобальные процессы запущены. Может быть, это вы загадали такое желание, а это, к примеру, с работой каких-то систем связаны, электронных систем, ну, я как вариант, или каких-то структур. С законом, например, или перестройкой какой-то внешней. Вы тут оказались в гуще событий, или, может быть, это как крылом вас зацепило, затронуло, каким-то образом участником вот в той трансформации, которая была инициирована не вами, а, скорее всего, то, что вы загадали по первому варианту, оно имеет какой-то более либо высокий смысл. И почему вот это происходит? Перестройка. Тут вот именно что-то трансформируется, помимо вашего желания. И даже если, ну, пусть это на работе, например, да, была какая-то ситуация,
И вы вроде бы, у вас-то ничего не менялось. Как работал, так работал, да, и работаю. Или вы было что-то там обещано по какой-то причине, ну, меньше денег, например, пришло, да, или финансы. Или по какой-то причине тоже человек, опять же, куда-то исчез. Это есть то, что вызвано определенными причинами, и вы именно как участник этого события, этой ситуации. И сказать, что оно само по себе как-то раз вот и изменится, да нет, тут будут перемены, тут будут трансформационные перемены. Мои дорогие, мне не очень радостно, будем говорить, это сообщать всем вам, но тем не менее по аркану трансформации перемен это ведь продолжится. И всегда трансформация – это какой-то пункт нашей жизни, который нас подталкивает пересмотреть, не повторять уже в том же ключе. Нет смысла. Будьте готовы к тому, что вы сами от чего-то можете отказаться. Почему? Ведь это карта освобождения. Вот интересная очень колода, и обратите внимание, песочные часы, а рядом бабочка. Это вот как в термофизике, эффект бабочки, я думаю, многим знаком. Суть в том, что от крыльев бабочки создается вибрация, и пусть это происходит на другом конце другого какого-то континента, вдалеке от вас, но так или иначе, вот волна, она достигает той местности или каким-то образом влияет на ваше желание, задуманное, и вы этого тоже не можете изменить. И время пошло, нам говорят, не случайно. Ангел берет человека за руку и буквально выводит из этой башни, которая вот-вот будет разрушена. Может быть, вы вынуждены какой-то еще период времени что-то продолжать, по накатанному, да, мы говорим, но будьте готовы к тому, что вам, может быть, вполне в ближайшее время придется от чего-то даже отказаться. Что это, с чем это связано? Еще давайте узнаем. Пажи – это новости, и пажи – это учеба. Паж – жезлов, а жезлы – дела, работы, бизнес или документы, или, может быть, вот какие-то нововведения, или как вы сами, ваша жизнь, ну, как с чистого листа. Вот все то, что я сказала до этой карты, просто карта подтверждает. Тут нужно словно себя подготовить к этому направлению. И вообще креативность сама по себе проходит. И это как творчество, создание чего-то, какого-то нового продукта. Может быть, у кого-то это касается нового жизненного этапа даже по отношениям, а у кого-то это по работе. Может быть, саму работу вы не поменяете, но вы рассматриваете, потому что, к примеру, вам была обещана какая-то должность, вы делали карьеру, и все было как-то определено, а теперь пошла чехарда. Руководители меняются, вообще какая-то структура меняется, появляются там, ну, вообще какие-то и новые люди, и новые правила, новые приказы, вот что-то такое. Может быть, вы и не будете, к примеру, как я сказала, начала, да, саму работу менять. Хотя я допускаю такое, но какую-то новую стратегию или новое направление, ответвление своеобразное. Или, ну вот что-то тут вам надо кардинально пересмотреть. И, возможно, этому придется учиться, быть готовым к тому, что, ну, действительно, как жизнь с чистого листа. А невозможно. Но вы знаете, чего вы можете еще не видеть? Ведь это прообраз тюрьмы. Всегда первые карты, это итальянские карты, так вот первый прообраз это было, ну, как тюрьма или зона ограничений. Мы этого не видели, мы к чему-то привыкли, мы думали, так будет всегда. Ну, мы понадеялись, по сути дела, на то, что структурировано и надежно. А ведь это тоже подлежит переменам. И поэтому мы вовремя не увидели вот этой начавшейся трансформации или вот этого эффекта бабочки. И теперь мы уже получаем как какой-то конечный продукт. Поэтому у вас ограничений, самое главное, нет. Все ограничения в нашей голове, мои дорогие. Вот посмотрите, что у вас на кону. Праздник после победы. Но победа, она не в решении этого вопроса, а в каком-то совершенно в новом амплуа. Пусть это даже будет, ну, я вот как примера вы переложите на свою жизнь. Пусть это будет касаться, даже вы остаетесь на прежнем месте работы, но это будет действительно какое-то новое направление, может быть, новая тема в разработке или новое какое-то сотрудничество. Но все-таки, если мы стремимся, вот как все, да, мы находились, говорила, в башне, могли подержаться за эти стены, нам казалось, это оплот, цитадель.
вы эту цитадель строите новую, как будто в каком-то новом формате. Может быть, для кого-то из вас даже это повлияет, если мы по работе, как новое направление в вашей деятельности, работа на дому. Почему про дом заговорила? 4, четверка жезлов. Иногда это карта дома, карта семьи. Может быть, и на дому вы уже работаете, да? Но, значит, какой-то новый формат работы. Вот все же жезлы, понимаете, ни одной кубковой карты не выпало. То есть даже эмоций как будто нет. Вот по тому вопросу, который вы загадали. Я так предполагаю, вы уже не случайно и загадали, потому что какая-то ситуация вас замучила. По семерке мечей, да. Но было и неожиданно. Вот как изображены на этой карте мальчик и девочка. У мальчика больше яблок, а девочка вот она отвернулась. Ну, хитрость какая-то. И вы знаете, вот надо быть готовым к тому, что вам ведь не скажут. Мы в сложное время все живем. Нам, ну, допустим, да, решения какие-то, которые были, мы об этом и не знаем, и даже не догадываемся. К примеру, даже работу, ну, я на примере говорю, было в каких-то высоких кулуарах решено, как у сильного мира сего, да, ну или у тех людей, которые влияют именно на этот процесс. Вот было, может быть, принято полгода, год тому назад какое-то решение, и вы об этом понятия не имели. Еще какое-то время по накатанной шла ситуация, после этого вот случилось то, что случилось. И вот теперь оно, знаете, идет как на спад. Оно резко-то тоже не вот прямо сейчас оно не прекращается, но вы видите вот эту трансформацию. Для вас это уже сегодня как какое-то предупреждение. Не теряя время, срочно перестраивайся в какое-то новое направление, в новый фарватер. Ну, чего касается, тут у каждого по-своему. И не теряй времени, потому что тебе праздник после победы. Не только победа, но и праздник. Ну, вот такой вот серьезный первый вариант. Правда, передумайте, вот что вы тут загадали. Тут нужно действовать по-другому. Ну и учиться, как я сказала, тоже. Хотя для кого-то подсказка будет именно сообщение. Причем может быть и письмо, может быть и звонок, может быть смс в нашу цифровую эпоху, все что угодно. Но держите руку на пульсе. Хорошо, второй вариант. Тогда или нет? Сбудется ли ваше желание? Старший аркан, 14. Это карта баланса. Тут не скажешь, что прямо сейчас с места в карьер вот так вот одним махом мы что-то решаем. Здесь какая-то последовательность, ваша настойчивость, где-то и терпение абсолютно точно. Но и эта карта подразумевает, что мы словно меняем собственные настройки. По этой карте нам не сказали точно вот да или нет в принципе, но что-то будет продолжено. Это факт. Давайте мы узнаем, что это значит. Вот мне интересно. Ну и, кстати, карта говорит, будь готов к компромиссу. Тебе придется быть дипломатом в каком-то вопросе. Может быть, придется какое-то время самому балансировать. Например, если на финансы, то тогда ситуация кардинально в ближайшее время, она в принципе не изменится, что бы вы ни загадали. Но это и не да, и не нет, понимаете? То есть это баланс, это между, как сидеть на двух стульях одновременно. С чем это связано? Почему? А вот смотрите, какая-то иллюзорность у вас есть. Или прокрастинация, вот она конкретно прописана в этой карте. Что это такое? Это затянувшееся ожидание, когда именно нужно, уже как бы не теряя времени, может быть, это сложно, совершить какие-то действия. С чем это связано, опять же? А мы все ждем, что оно решится само. У вас победа на пороге. Вот посмотрите, у вас и праздник после победы, опять какая-то ситуация. Может быть, у кого-то документов касается. Может быть, у кого-то это касается, опять же, работы, жезлы, откуда к нам приходят деньги, каким образом мы их зарабатываем, или учеба, или документы. То есть это наши действия, которые мы совершаем для того, чтобы получить какой-то эквивалент. Вот что-то подобное, и эта карта успех конкретно нам говорят. И знаете, это самодостаточность, это когда мы как самоудовлетворение, когда мы знаем себе цену. И не случайно это всегда карта победителя, шестерка жезлов. Но, посмотрите, есть какой-то балласт, который вам нужно решить. Может быть, какое-то время вам и придется
шаг за шагом от чего-то отказываться. Но значит, это как по судьбе вам должно пройти. То есть победа есть, но она с какими-то условиями идет, что ты ну, как будто шаг за шагом, может быть, и от иллюзий каких-то своих отказываешься. И вот в конечном итоге балласта нет. Вот сбросить какой-то балласт, мои дорогие, определенно нужно, потому что вам есть то, что вам мешает. Вы с чем-то еще как не закрыли гештальт, или вы как не можете на что-то решиться. И вот этот, кстати, если вы загадывали по срокам где-то, то этот срок, он будет бесконечно тянуться. И ты можешь упустить, конечно, время, но еще в каком-то обозримом будущем время это есть. И тут все-таки нужно, ну, нет смысла чего-то ждать, ведь об этом нам говорит карта. И путаница, кстати, эта карта иногда означает. Поэтому вы сами должны навести некоторый порядок в вашей жизни. Вы знаете, такое впечатление, что кто-то мог загадать и первый, и второй вариант. У кого-то, по крайней мере, будет взаимосвязь, сами карты, да? То есть вот путаница, иногда трансформация выглядит как путаница. Ну, правда. Ну, так значит, это вас ведут к тому, что хватит ждать, хватит, ну, может быть, и надеяться. Здесь действительно бери бразды правления над своей жизнью в собственные руки. И тогда тебя и про победы, и праздник после победы. Начинай, может быть, что-то изучать. И вот сейчас посмотрите, такие ведь энергии идут, особенно второй вариант. Ведь это ничего не происходит. Иногда по карте баланса или умеренности, мы называем 14-й аркан, здесь эквилибрио. Баланс сам по себе, ну, как вот, эквилибрист, да, мы балансируем и не вправо, и не влево. И вот мы удерживаем это какое-то время баланс, как идем по канату, да, с вами. Ну, где-то есть начало и где-то есть конец. А если мы слишком много набрали груза и еще пытаемся пройти по этому канату, то мы можем и соскользнуть. Здесь для вас есть вот как будто нужно идти налегке. Ну, это я так могу предполагать. Значит, балласт должен быть устранен. Вторая позиция такая. Хорошо, мои дорогие, давайте откроем третью позицию. Что нам здесь расскажут карты? Ну да, карта Солнца. Понятно, вот такой наш расклад получился, кстати, совсем недолгий. Но что вышло, то вышло по третьей позиции. Тут исполняются ваши желания, исполняются мечты. Но это старший аркан. Это не совсем, ну, и от вас зависит. Или вы могли загадать такое желание, которое зависит от кого-то. И здесь ведь нам не говорят, что это прям завтра будет. Когда старший аркан, тут по времени никогда, как мы предполагаем. Вот это примите к сведению. Может быть, должен пройти какой-то период, прежде чем человек с чем-то определится. Может быть, должно пройти время, когда на работе, в организации что-то рассмотрят, подпишут, определятся, опять же, да. То есть вот есть, тем не менее, какой-то внешний фактор, на который вы тоже не влияете. Но если мы говорим по судьбе или нет, вот по судьбе мне, чтобы это произошло, то с учетом аркана Солнца, да, это по судьбе. Вот то узкое, короткое желание, которое вы загадали. Но я могу дать подсказку. Карта Солнца – это выбор правильного направления. И может быть, пусть вы даже загадали человека. Иногда есть дистанция 6-8 месяцев. Кто смотрит мои расклады давно на всех каналах, я об этом часто говорю. Так вот, то, что вы загадали, вот что-то у вас исполнится, но это на вас накладывает некоторые участия, ну, у кого-то, может, и обязанности, участия, да, я такое допускаю, в течение как минимум полугода. Каким-то образом это будет оказывать влияние в целом на направление вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Я благодарю за ваши комментарии волшебные. Спасибо, что смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.